Реальность наизнанку. Как на Западе куют мир постправды, выдавая дезинформацию о России за истину в первой инстанции. Кто именно работает над созданием главного оружия любой информационной битвы, фейков, мемов и даже вирусов сознания? Что такое ментальные инфекции, почему они могут оказаться заразнее реальной эпидемии? И есть ли вакцина, способная со всем этим справиться? О современных технологиях войн за умы. Обозреватель из Германии Виталий Волков. В Берлине на суде по делу об убийстве Зелимхана Хангашвили рассматривается вопрос о том, чтобы признать так называемую группу гражданских журналистов Bellingcat легитимным источником информации для судей. Хотя и в Голландии на суде по делу о малайзийском Боинге, и в США по делу о химической атаке в Сирии их данные были отвергнуты как ненадежные и даже ложные. Вот об этой самой войне за умы пишет Виталий Волков. Приглашаем его в кресло главного героя. Обозреватель из Германии. Смотрим фрагмент материала. Давайте поаплодируем, коллеги. Да. Аббас. В роли главного бойца Bellingcat на российском фронте выступает некий Христо Грозев, а его оружие – это вездесущие Петров и Баширов. Сейчас как раз он развивает дело о взрывах на складах в Чехии и утверждает, что Петров и Баширов получили повышение в ГРУ. Ранее было принято считать, что такие фейки – это элемент холодной войны 2.0, вполне подходящий для создания нового железного занавеса на границах с Россией. Но, похоже, создание так называемых вирусов сознания, мощного оружия в войне за умы – это уже вполне горячая фаза глобального конфликта. Вирусы и мемы нужны, чтобы обосновать для массовой аудитории правомерность превентивных военных действий против Москвы. А для этого необходимо убедить население в неотвратимости войны с дьявольски плохими парнями. Это как раз задача вирусов завтрашнего дня. На Западе над созданием и распространением инструментов этой войны, мемов и вирусов сознания работают специальные научные группы. Петров и Баширов – это тоже мем, который в ментальном пространстве живет своей жизнью, не имеет отношения ни к людям с такими именами, ни к тому, что происходит в действительности, и совершенно не чувствителен к правде. Ну вот признают, например, Bellingcat лживыми. Такое уже было. Белые каски признавали лживыми, было. Ну и что? Они же действуют дальше. Все. И эффективно. Тут даже дело сначала надо разобраться в том, что такое вообще мем. И почему он не чувствителен к тому, что вы говорите, они говорят правду или говорят неправду. Это очень огрубленно, но просто. Вот помните, были анекдоты в советское время о Василии Ивановиче и Петьке. Вот это был типичный мем, потому что это к реальным персонажам, к реальной истории не имело вообще никакого отношения. Мем — это такая единица, которая распространяется, так сказать, в виртуальной среде. Кстати, она броская, легко доступная, с очень короткой, ясной историей. Но в отличие от Василия Ивановича и Петьки, Петров и Баширов имеют эмоциональную и моральную, так сказать, явно негативный знак. То есть для жителя Франции или Германии, или особенно сейчас Праги, упоминание Петрова и Баширова – это явный негатив. Что такое вирус, построенный на таком меме, вирусная инфекция? Это, например, если приезжает Пушкинский музей в Прагу, а в интеллигентской среде говорят, мы туда не пойдем, потому что его привезли Петров и Баширов. Абсурд, да? Абсолютно нечувствительный к тому, что вы человеку начнете объяснять, что это абсурд. Виталий, вам просто скажут в ответ: вы сами Петров и Баширов, вы просто больны. А вот, Виталий, а не действует ли это таким образом? Смотрите, есть какая-то серьезная тема. Ее начинают коллеги западные развивать. И развивают до такой степени, что становится уже в определенный момент смешно. И когда мы, например, услышали от Чехии, что они тоже нашли там у себя следы Петрова и Баширова, весь мир, как мне показалось, над этим смеялся. Во всяком случае, думающий мир. Нет? Не работает? Нет. Они воспринимают это абсолютно, как чистая монета. Особенно вещи... Виталий, я прошу прощения, как я это понял. Они создают некую угрозу. Да, вот они говорят, Петров и Баширов – это злодеи, они вас убьют. Потом эта тема забывается, а потом пошли мемы, смешные, про Петрова и Баширова. Но человек, который смотрит на эти мемы, не смеется. Ему напоминают об угрозе, об испуге. Нет, и когда ты и я, например, мы соберемся поехать
Хорошо, ну я понял, но вы Прагу согласны друг с другом. нам скажут, слушайте, два Я не русских согласен. приехали, как Петров и Слушайте, Баширов. я не согласен. Торт Наполеон вызывает у вас какие-нибудь чувства страха, ненависти? А или вот чего? по поводу торта Наполеона, Алексей, что такое, поскольку мы говорим все-таки о войнах за умы, что Пока, такое тактическая конечно, победа страшно. в войне за умы? Так. Опять же, абсурд. Если французы в каком-то Лионе, студенты или школьники, начнут говорить, что во Второй мировой войне победили Астерикс и Обеликс или Наполеон. Да. Вот это победа тактическая в войне за умы. Причем и против Америки, и против России. Ну, А примерно что как такое японцы говорят, что Хиросиму и А Нагасаки что такое бомбил Советский Союз. стратегическая победа в такой войне? Это если российский солдат на поле боя будет думать, что лучше бы пили Баварск. баварское или анжуйское, если бы проиграли французам и немцам. Это тоже мем. Ну да. Дмитрий. Мне кажется, нам нужно задуматься о создании информационных войск по примеру Великобритании. То есть возник инцидент с чехами, возникла какая-то история. Нам надо посадить аналитиков, стратегических планировщиков для того, чтобы на этом информационном поле хотя бы отвечать адекватно, не оправдываться, не включать заднюю, не пасти задних, не быть вторыми. Нам надо вырываться вперед. И вот этого, по-моему, мы еще не делаем. Об этом и речь, что на самом деле там действует Тавинстокский институт, который в 1947 году был создан, занимающийся изучением изменения поведения человека в ответ на информационные вбросы. Действует Массачусетский институт технический. Я вот консультировался с директором Института опережающего развития российского, который этой проблематикой занимается. Пентагон создает специальные группы, которые занимаются мемами, распространением вирусов и так далее. Кстати, против спутника тоже очень эффективные мемы. Итак, ну, мы же все знаем, как устроено сегодня пространство мемов. Раньше это из уст в уста, да, такое народное творчество. И анекдоты, все это знали. Нет, секунду. Сегодня это что в первую очередь? Может, ТикТок. Ну, не ТикТок, интернет. Короткие, И да. в мире, когда мы не можем контролировать интернет, а мы этого делать не можем, YouTube, Twitter, Facebook, Google, все вместе. Ну, какой вы там собрались выстроить забор? Как вы собираетесь на них дело не в давить? заборе, Они вас не заблокируют и все. Коллеги, А что вы будете делать? Дело в месседже, которого у нас нет. Коллеги, мем – это форма. Какой сутью эту форму наполняют, это уже вот важный вопрос. Так. Мы должны понимать, обыватель крайне уязвим. Он как белая губка. Он лишен Чистый иной лист. раз критического мышления. Ему создают какую-то картинку, ему ее пока в условиях постправды, медиа работают совершенно по принципам абсурда, он верит, он усваивает, он начинает бояться. Дальше в игру вступают что? Мем. Форма. Форма какая? Форма шуточная, форма высмеивающая, но смех смеху рознь. Тут, с одной стороны, можно посмеяться над тем, что не существует, для юмора, рекреационная такая Так. история. А с другой стороны, это может быть смех как некая Но защита если- от угрозы. но если и ты смех не как свидетельство контролируешь- того, что угроза существует. Аббас, но понимаете? если ты не контролируешь пространство мемов, это давайте, интернет, какая у них что ты технология? можешь сделать? Технология очень простая. Они создают эмоцию, повторяют ее 1000 раз, вбивают в голову человеку, а дальше они через некоторое время отталкиваются от эмоций, как от факта. Ну, все знают, что Петров и Баширов это плохие и так далее и тому подобное. Им говорят, а вот опять Петров и Баширов. И это уже доказательство. Хотя Алексей, у меня никаких есть ответ на доказательств Ну, а нет. знают-то они это откуда? Ответ на ваш вопрос такой. Есть несколько способов, чтобы одолеть мемы даже при открытом информационном интересно пространстве. понять, Первый. как. Попытаться объяснить, что это все неправда. Это как аспирин против коронавируса. Слабо действует. Второй. Это есть такая гипотеза, Евгений Шульман в Москве ее выдвинул, что есть иммунитет против ментальных вирусов. И этот иммунитет, это уже моя точка зрения, силен тогда, когда есть в обществе идея, которая имеет дальние планеты. То есть мы знаем, ради чего, в принципе, мы далеко живем. Третье – это создавать антивирусы. Например, Петров и Баширов, Астерикс и Обеликс. Создать ситуацию, при которой в уме француза или чеха будет восприниматься вот эта пара. Да, такие ребята, они там римлян, а эти, значит, Мем чехов. против Ну, мема. на- Вот, мем вот, против вот. мема Мем на против том же мема. принципе основан. Да, Слушайте, я же ведь это в самом начале Дорогие друзья, предложил. смотрите, мем – это единица информации. Это так закреплено, это прочитайте в Википедии. И вот с этим единицей информации надо работать. Разницы нет, Петров или Баширов. В подводке было сказано о том, что вот Беллинкат может быть признан
тем, что их экспертиза или их данные являются свидетельскими показаниями. Объясняю. Мем, не мем, идет информационное наполнение. Борьба за мемов, кто где поднялся, кто где опустился. В информационном наполнении пробуют создать прецедент. А нам не нужен суд. Нам не нужно никакие доказательства, есть уже факт. И вот здесь используется технология мемов. Корни ее растут немного раньше. Конечно. Дело в том, что Вторая мировая война, листовки, геббельсовщина, это все тоже мемы, единица информации. Сдайся, тебе будет лучше. То есть они французов были атакуют, на самом деле, на листовки очень про Первую глубинном мировую, психологическом Отечественную. уровне. Они изучают Россия нас. медведь, Обязательно это читают. же Он изначально изначально негативный. Мы сегодня не сказали об одной очень важной вещи, что мемы и любые остальные вещи, они всегда атакуют. Вопрос атакуют что? Они всегда атакуют базовые ценности. Когда не было мемов, я помню, в советское время были анекдоты. Большинство политических, как говорили раньше, анекдотов, они все были направлены в основные, как бы сказать, ценности советского человека. Они все их высмеивали, они все их атаковали. Сегодня, в принципе, мемы, которые рождаются против нас, они точно так же атакуют все основные наши ценности. Поэтому вопрос, как от этого защищаться, ну, я согласен с тем, что защищаться тем, что пытаться разъяснять, бессмысленно. Но перехватывать мемы мы можем. Опять же, мем Баширов и Петров тому пример. Сегодня уже как бы Баширов и Петров это уже фактически конвертируемый товар в мировом масштабе. Последний анекдот о том, что последними на параде прошли Баширов и Петров, это уже как бы верх того, как мем можно перехватить. Виталий Волков, ваши Спасибо, аплодисменты. Виталий. Спасибо большое. Мой